Это наше путешествие по Прибалтике. Итак, из Таллина мы отправились в Хельсинки. Мы проехали на машине по Литве, Латвии, Эстонии, а уже потом направились в Финляндию. Мы побывали в 7 городах, и о каждом есть отдельное видео. Заходите на мой канал и смотрите все видеообзоры. Это еще Таллин. Мы приехали в порт, чтобы на большом пароме направиться в Хельсинки. 18 мая, час дня. Светит солнце, и это вселяет надежду на хороший день. Новый красивый порт в Таллине то наполняется людьми, приехавшими из Финляндии, то снова пустеет. Мы поднимаемся вверх и идем по длинным переходам к входу на паром. Вот мы и внутри огромного парома. Я бы даже сказал, огромного лайнера. Красивые интерьеры, кафе, бары, игровые автоматы, зоны отдыха, магазины с сувенирами. В общем, огромная площадь парома с разного рода сервисом на нескольких этажах, по которым можно долго гулять. Вот мы и гуляли, и коротали время поездки до Хельсинки. Кстати, билет на паром стоил 35 евро на человека. Это до Хельсинки и обратно в Таллин. Путь в одну сторону занял 2 часа. За эти 2 часа мы переходили с одного красивого места на другое. Но сначала мы поднялись на верхнюю палубу для пассажиров, чтобы увидеть, как паром покидает порт Таллина. Смотри, там парус. Я уже говорил, что на пароме много красивых мест, и мы просто гуляли и смотрели. Думаю, и вам интересно взглянуть на то, как там все устроено. Не каждый год мы попадаем на такие паромы, если, конечно, вы не живете у моря.
В общем, ходим и смотрим по сторонам, коротаем двухчасовое путешествие по морю. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. The afternoon, we lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Shout from the top, we're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The best we ever had, and we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're
Тихо. Я начала играть. Вот и прошли 2 часа комфортного плавания. Паром входит в порт Хельсинки. Люди постепенно направляются в сторону выхода. Ну а мы еще раз поднялись на палубу, чтобы посмотреть на огромные лайнеры, стоящие на якоре в порту Хельсинки. Большие, красивые, белоснежные гиганты вызывают восхищение. Ой. Мы здесь нам в номер заселимся. Паром причалил. Мы направляемся по длинным переходам в здание порта. Вот мы и в Финляндии. А дальше, не останавливаясь, выходим на улицу и идем в сторону центра Хельсинки. Совсем недалеко от порта, возле торгового центра, встречаем один из современных символов города – писающего мальчика. Мальчик большой, даже очень большой. Высота 8,5 метров. Автор скульптуры Томми Тойя создал ее в 2014 году. Называется «Очень плохой мальчик». А рядом, на спортплощадке, на самокатах катаются вполне хорошие мальчики. Ну а мы идем вдоль набережной, идем в направлении центра города. Идем к Сенатской площади.
Когда появилось солнце, все преобразилось. Хорошая погода в путешествии – один из самых важных факторов, чтобы осталось хорошее впечатление. Но солнце нас радовало не все время прогулки по Хельсинки. Пока мы идем и смотрим по сторонам, немного информации из истории города. Город основан шведами в 1550 году под названием Гельсингфорс. В России, точнее в СССР, до 1926 года его тоже так называли. На финском языке город официально назывался Хельсинки еще с момента основания, то есть с 1550 года. По-шведски и на других языках его называют Хельсингфорс. В принципе, это было вполне логично, потому что вплоть до XIX века в городе абсолютно преобладало шведское население. Шло время, и происходило переселение финского населения из деревень в город. Постепенно финны стали в городе большинством. После 1917 года стало употребляться финское название Хельсинки. В 2023 году население города составило 674 тысячи человек. Город расположен на юге страны, на берегу Финского залива Балтийского моря. Вот
и самое знаковое место Хельсинки – Сенатская площадь. Здесь находится кафедральный собор Святого Николая, университет, здание Сената и памятник императору Александру II, расширившему права автономной Финляндии и даровавшему ей Конституцию в 1863 году. Okay, big smiles. Shoot over Elvis. Собор Святого Николая, или просто Кафедральный собор, строился по инициативе русского царя Николая I. Строили этот собор параллельно со строительством в Петербурге Исаакиевского собора, с которым Хельсинки имеет некоторое сходство. Храм был торжественно открыт в 1852 году. Собор посвящен святому Николаю, небесному покровителю императора Николая I, и получил название «Церковь Святого Николая». Хельсинки является крупным портом, откуда ведутся международные пассажирские перевозки по всему Балтийскому морю. Паромные компании обеспечивают регулярное отправление в Таллин, Эстония, Стокгольм, Швеция и в несколько городов Германии. Красивый вид на залив с яхтами и огромными паромами – это часть городского пейзажа. Вот там вдали Успенский собор, греко-православный или восточно-православный храм. Построен в 1868 году в русском стиле и освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы. Общая высота сооружения 51 метр. Постройка собора обошлась в 223 тысячи рублей. В то время это были большие деньги. Вся эта сумма была собрана с помощью добровольных пожертвований.
ходе нескольких войн город был захвачен войсками Российской империи. В 1809 году по мирному договору Финляндия отошла под власть Российской империи и стала автономным Великим княжеством финляндским. Спустя 3 года император Александр I перенес столицу из города Або в более восточный Гельсингфорс, то есть в сегодняшний Хельсинки. В 1870 году железная дорога соединила Хельсинки с Петербургом. А в 1917 году Финляндия стала независимой. Pulls stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Это церковь святого Иоанна, лютеранский храм в Хельсинки. Построен между 1888 и 1893 годом в стиле неоготики. Является самой большой по количеству сидячих мест каменной церковью Финляндии. Церковь известна великолепной акустикой. Внутри могут разместиться 2600 человек. Кроме прямого назначения, она используется для проведения концертов и различных мероприятий. Церковь святого Иоанна расположена на холме, на котором на протяжении веков отмечался праздник Рождества Иоанна Крестителя.
Мы возвращаемся в порт. Идем к нашему парому, на котором вернемся в Таллин. Большая пешая прогулка по Хельсинки подходит к концу. Подпишитесь на мой канал и смотрите все остальные видеообзоры. Их много, и я надеюсь, что они будут вам интересны. Мы снова на лайнере и возвращаемся из Хельсинки в Таллин. Это ночной рейс. Отправление где-то 10:30. Будем где-то в половине первого ночи в Таллине. Так что вот такое у нас перемещение из одной страны в другую.